Приветствую вас на канале Техревизор. Я подобрал 5 видеорегистраторов, которые крепятся на зеркало заднего вида, и составил небольшой рейтинг из хороших вариантов под разный бюджет и критерии выбора. Есть недорогие модели с качественной дневной съемкой и минимальным функционалом, в который может входить GPS-информер, датчик удара и мобильное приложение. Есть видеорегистраторы пожирнее, с дополнительной камерой заднего вида, датчиком жестов, улучшенным качеством ночной съемки. О каждой модели я расскажу как можно подробнее, упомяну, куда смотреть при выборе, а там вы уже и сами сможете определить, какой регистратор вам подойдет. Указанные цены актуальны на момент создания ролика. Если хотите узнать, почем сейчас продаются модели из рейтинга, то в описании под видео и закрепленном комментарии я оставлю ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров. Ну а теперь приступим. На пятом месте Silverstone F1 Hybrid Elbrus. Это простой и надежный видеорегистратор среднего класса без излишеств. Регистратор снимает Full HD разрешение. Если кажется, что маловато будет, не переживайте, больше-то и не нужно. Этого достаточно для качественной съемки днем и ночью. Конечно, профессиональной цветопередачи не ожидайте. Днем где-то высветляет, вечером появляется больше шумов. Но в целом качество съемки достаточное, чтобы рассмотреть номер и марку машины. Угол обзора приличный, 140 градусов. То есть камера захватывает не только дорогу перед собой, но и обочину, большую часть перекрестка. Для более комфортной езды и сохранения данных есть дополнительная возможность подключения второй камеры, но она в комплекте не идет. По функционалу здесь ничего лишнего. Есть выносной GPS-модуль, который детектит радары и спасает от лишних штрафов. Есть датчик движения и датчик удара. Благодаря первому регистратор фиксирует запись при ДТП без возможности удаления. А второй нужен, чтобы вы точно могли узнать, кто задел машину ночью и бессовестно унес тапки. Из других удобств – мобильное приложение. С ним вы можете управлять настройками регистратора, начинать и останавливать съемку, выключать микрофон и так далее. Из более интересного – датчик жестов. С его помощью вы можете отключать уведомления и переключаться между камерами одним махом в прямом смысле слова. Соответственно, не придется отвлекаться на экран и кнопки. На четвертом месте Fujita Zoom Blick S Duo Wi-Fi. Этот вариант не сильно отличается от прошлого Silverstone, хотя есть у него свои фишки. Взгляните. Начнем с камеры. Этот регистратор может снимать в два объектива, спереди и сзади. Сразу могу похвалить заднюю камеру, которая снимает Full HD. За счет этого Fujita выдает изображение детализированно и четко. Передняя тоже без похвалы не останется, она снимает в Super HD. Другими словами, как Full HD, но немного лучше. Также есть возможность переключить на базовое Full HD и выставить частоту кадров 60 fps. Картинка получится плавнее, чем при 30 кадрах. Не знаю, важно кому-то или нет, но просто имейте в виду. Угол обзора у передней камеры поболее, она видит на все 170 градусов, то есть захватывает еще больше. Поэтому если сложить все вместе, получается, что качество съемки у этого регистратора выше. Есть все нужные функции типа GPS-модуля, датчика движения, G-сенсора, отображения скорости и контроля камер. Кстати, база обновляется каждую неделю. Вся информация отображается на 5-дюймовом экране, чтобы уж точно не прозевать. Все хорошо видно даже в солнечный день и без тонировки. Для этого регистратора тоже можно скачать приложение на телефон и там уже настраивать его, просматривать видео и сохранять. В общем, на фоне прошлого Silverstone Fujita почти не отличается по функционалу, но имеет хорошую камеру заднего вида. На третьем месте Trend Vision MR 4K. Этот видеорегистратор для тех, кому нужно просто максимум детализации. Получается самая дорогая модель во всем рейтинге. Здесь фронтальная камера записывает во все 4К. Прям настоящие, без интерполяции, как некоторые любят делать. С таким разрешением можно прям кино снимать. Погони, догонялки, шашки, кто на что горазд. Для этого сюда поставили современный сенсор от Sony. Единственное, угол обзора еще немного бы пошире. Но и 140 градусов тоже вполне хватит, чтобы захватить все, что нужно. Также не забыли и про заднюю камеру, она снимает Full HD. Но тут уж попроще сенсор, но тем не менее парковаться с таким удобно, да и с дорогой отлично справляется. Записывает в приемлемом качестве, чтобы можно было разобрать детали в случае чего. Правда, в условиях дождя и снегопада на ней может скапливаться вода.
Тогда качество становится в разы хуже. За этим придется следить. Дворник же на эту камеру не прицепишь. С качеством съемки все понятно, но больше всего мне понравился экран. Тут задействуется вся площадь зеркала, то есть происходящее на дороге можно вывести на все 11 дюймов. Сам экран сенсорный, можно тыкать и настраивать видеорегистратор. Можно и в приложении этим заниматься, а можно вообще голосом просить включить запись или переключить на заднюю камеру. Задняя камера. А в остальном присутствует выносной GPS-модуль, режим парковки и все датчики. По итогу получаем максимально прокачанную камеру и вполне обычный функционал. Такой видеорегистратор нужен совсем небольшому количеству людей. Но если вы своими глазами видели, что для ваших задач недостаточно Full HD, то деваться некуда. Если 4К, то только Trend Vision. На втором месте стоит Daocam Mirror Wi-Fi. Вот самый бюджетный видеорегистратор зеркала, который лучше рассмотреть, если нужно потратить минимум денег. Конечно, можно взять совсем грустные китайские модели по 2000 рублей. Но если вам действительно важно иметь возможность в любой момент достать видео того самого ДТП, рассмотреть автомобиль, который поцарапал вашу колесницу, то лучше сейчас купить проверенный вариант, чем платить дважды. Скажу сразу, в этом регистраторе нет GPS-оповещений, то есть тут уже придется рассчитывать на себя, следить за знаками дорожного движения и камерами. С другой стороны, кому-то этот GPS вообще не сдался. Вот для такого случая вообще отлично, можно не платить за ненужные функции. Самое главное – камеры. Здесь в комплекте идет вторая. То есть даже в настолько бюджетном регистраторе вы получаете возможность записывать происходящее на дороге за вашей спиной и удобно парковаться. Конечно, характеристики не выдающиеся. Снимает вторая в HD качестве, с нормальным углом обзора. Но тем не менее, на записанном видео вы легко разберете номера авто даже в темное время суток. А с передней так тем более. Здесь поставили такой же приличный самсунговский сенсор GC2053, который стоит Fujida. Только у переднего объектива съемка идет уже в Full HD 30 кадров в секунду и с углом обзора в 150 градусов. Кстати, в этом регистраторе есть еще WDR. Это функция, которая балансирует кадры, работает с цветопередачей и делает картинку еще четче, чтобы уж наверняка рассмотреть все детали. Вся информация выводится на экран оптимальных размеров диагональю 4,5 дюйма. Для управления есть механические кнопки. Если хотите упростить себе жизнь, можете скачать приложение. Там все настройки и сохраненные файлы. В общем, как для бюджетного видеорегистратора, у этого Daocam очень достойное качество съемки вместе со всем необходимым функционалом. Лидером рейтинга стал RoadGit Blink 3 GPS. Как по мне, он больше всех подходит под критерий цена-качество. За свои деньги это отличный регистратор с четким качеством съемки и широким выбором опций. Так в его камеру установили лучший светочувствительный сенсор от Sony, который снимает Full HD разрешении с широким углом обзора в 170 градусов. При этом он даже лучше, чем 4К сенсор в Trend Vision. Вторая Full HD камера также идет в комплекте. За ее качество работы можно не переживать. Обе справляются на отлично. Хорошо передают детали и днем, и ночью. Видны все мелочи даже на большом расстоянии. Также предусмотрели WDR. За что она отвечает, вы уже знаете. Сами понимаете, лишний раз лучше добавить четкости итоговым кадрам. А ночная съемка вообще одно из главных преимуществ RoadGit. Если вы нередко катаетесь по ночам, уж точно не стоит лишний раз рисковать. Функционала тут тоже чуть ли не с избытком. На борту все обязательные опции. Датчик удара, датчик движения, GPS-модуль для отслеживания, ассистент парковки и мобильное приложение для работы с телефона. Кстати, у этого регистратора есть комплектация без GPS. Если он вам не так уж и нужен, можно сэкономить лишние пару тысяч. При этом выделился экран. Тут выводится изображение на все 9,6 дюйма. Действительно удобно наблюдать картинку во всю площадь зеркала. Принцип тот же, что и у Trend Vision. Конечно, заляпать его вообще ничего не стоит, сенсорный все-таки. Поэтому производитель позаботился и в комплект положил тряпочку для дисплея. Но по возможности можно пользоваться приложением, через которое обновляются базы камер, меняются настройки регистратора и сохраняются записи, даже не выходя из машины. Так что этот видеорегистратор уж точно один из тех, которые соответствуют принципу цена-качество. Все, что нужно, это повесить его себе на зеркало заднего вида с помощью жгутов, подключить и включить запись. Все необходимое идет в комплекте, поэтому ни на что больше не придется тратить деньги.
На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.